Приветствую всех на канале Пчеловодство и Природа. Сейчас мы накануне рождественских праздников. И вот такая у нас погода. Ну, обычно у нас вот это новогодние, рождественские. Уже после Рождества бывают какие-то морозы, снег выпадает ближе к весне. А сейчас, ну, такая погода. Я решил поднять тему еще раз о вентиляции. В предыдущем видео я показывал, как зимуют у меня. Разложил небольшие пленочки для того, чтобы, скажем так, не поднять, а оптимизировать влажность в самом клубе. Не в улье, а в самом клубе. И в основном у меня зимуют под пленочками. Но какая же вентиляция, чтобы обеспечить все-таки сухость в самом улье? Не в клубе, а в самом улье. Ну, естественно, в клубе оптимальную влажность. Так вот, хочу показать. Верхние литки у меня во всех ульях закрыты. Ну, здесь я вот такими пробками закрыл. Где-то там есть заградитель литковый, что можно просто закрыть. Нижний литок, ну, больше, меньше, плюс-минус открыт. Я его чуть побольше открыл. И здесь сеточка, то есть здесь тоже поступает воздух. То есть идет полностью вентиляция. Вот это я держу для того, чтобы в случае, если поднимется температура и будет облет, чтобы пчелки могли облететься свободно. Здесь боковые, вот здесь находится клуб. Здесь клуб, и он еще в одном там утеплении. То есть он отделен от пустого пространства улья. Пустое пространство, вот здесь полностью литочек открыт через вот такую вентиляцию. То есть туда идет вентиляция. Нижний литок то же самое, полностью вот он открыт через вот такую решеточку. То есть туда заходит вентиляция. Дальше идем. Обычно у меня с этой стороны есть еще боковой литочек, где тоже вот подмор пчелка вот сюда выбрасывает мусор. И то же самое, вот литочек, туда идет вентиляция. То есть со всех сторон снизу идет вентиляция и боковой там верхний литочек. Дальше под крышей обязательно вентиляция, которая сквозная, насквозь. То есть если ветер, все пары влажные, все отсюда из улья выдувается. Ну вот я хочу показать и в других ульях, вот как сделано. Вот боковой литочек, то же самое, там идет вентиляция. И вот так вот в додановских ульях то же самое, сбоку вентиляция есть. Дальше, ульи, у которых нет вот такой боковой вентиляции, я попросверливал по бокам где-то 14 миллиметров вот такие отверстия. По бокам ближе к днищу. Вот если в улей заглянуть, как изнутри оно выглядит вот сюда. Если видно. Вот так. Вот внизу. Вот. Видно? Вот так вот. С двух сторон. С двух сторон. И здесь вот этот боковой литочек, который через решеточку. И здесь тогда проходит полностью сквозная вентиляция. Медленная вентиляция. И, естественно, под крышей. Под крышей. Ну и вот такое количество вентиляционных отверстий в принципе обеспечивает достаточную сухость в улье. Я когда, ну вот показать вот этот ряд, вот везде посверлены такие сзади по бокам отверстия. Вот полностью показать весь ряд. Вот. Ну, конечно, это тем, кто очень долго держит пчел, чтобы сказать, что насверливаешь дополнительно какие-то дырки в улье, ну это сказали бы, ну, ненормальный. А оказывается, не все так просто. Для того, чтобы обеспечить вентиляцию нормальную, эти отверстия как раз необходимы. Ну, подтверждение еще можно перейти, там у меня еще старый улей от отца остался, и я покажу некоторые нюансы. Вот показываю. Значит, что я тут хочу? Ну, тут я не буду пчел трогать. Вот я что хочу показать. Когда не было таких отверстий, вот, ну, практиковали, тогда даже в крыше не было. Я в крыше сам проделывал уже отверстия. То вот как выгнивали с этих сторон. Вот видно, как выгнивало. Вот с этой стороны. Вот. То есть вся сырость, вот здесь собиралась сырость. В зимовке постоянно вот здесь собиралась сырость.
Ну и это, наверное, для тех времен считалось нормально. То есть сырость, весной оно все высыхало. Вот. А сейчас, как видим, если правильно организовать вентиляцию, то даже дождь идет. Даже такая вот сырость на улице, здесь в улье абсолютно сухо. То есть если правильно вот все организовать, то ну, достаточно сухо в улье. Вот. Ну, хотел показать, не знаю, как вентиляция организована именно у меня в лежаках. То есть понятно, что системы вентиляции каждый пчеловод подбирает, нарабатывает годами. И если уже наработал, то держится своей системы вентиляции. И в принципе это правильно, потому что ну, у всех разные климатические зоны, разные системы ульев. Кто-то уже в ППУ где-то держит, кто-то в дереве и так далее, и так далее. То есть одинаково быть у всех не может. Вот, ну, я вот показал свою. Поздравляю всех с рождественскими праздниками, желаю крепкого здоровья, успехов, всего наилучшего. Ну и как бы пишите в комментариях, пишите какие-то новогодние, рождественские истории, у кого какие интересные были в жизни. На этом все, пока.